Помните вот такие старые большие мониторы, которые когда-то давно, лет так 20-25 назад, были практически у всех. И даже у меня в далеком 2003 году был такой монитор на первом ПК. Правильное название этих громил — ALT монитор или монитор с электронно-лучевой трубкой. Именно из-за данной лучевой трубки эти мониторы и имеют такие большие габариты. Про данные мониторы я уже делал несколько видео, где сравнивал ALT и ЖК мониторы начала нулевых и говорил, что ALT мониторы это вообще имба по сравнению с ЖК. И да, это действительно так, но в сравнении с первыми ЖК мониторами. Подробнее про это рекомендую посмотреть вот в этом видео. После всех тестов старых мониторов, сборок собственного ретро-уголка и прочего, у меня в голове поселилась мысль, а что будет, если подключить старый монитор к современному мощному ПК с RTX видеокартой и посмотреть, как это все будет работать, какую картинку будет выдавать и будет ли работать вообще. Ведь на протяжении почти 2 десятков лет мониторы сменили формат квадрата на прямоугольник, и соответственно все делается под данный размер. А здесь не просто квадрат, а еще и вовсе иной способ вывода изображения на экран. В общем, стало очень интересно, каково это после игры на уже привычном мне китайском 2К мониторе со 180 Гц будет играться на старом 20+ летнем LT мониторе с разрешением 1024 на 768 пикселей. И дабы это все проверить, я отправился за своим старым LT монитором, который бережно хранится у меня в шкафу. Основная проблема таких громил, конечно же, их габариты. У меня всего лишь 17-дюймовый монитор, но сколько же он места занимает на столе, а его вес более 15 килограмм. А теперь представьте такой монитор на дюймов 20+. В моем случае у меня LG Flatron F700P, не путать с F700B, который, к слову, был у меня ранее. После распаковки настает время убрать молодого и тощего собрата подальше, чтобы прикинуть, а влезет ли старый пузатый друг на его место. И на первый взгляд места действительно достаточно, но когда все встает на свои места, то приходит понимание, что место для рук и клавиатуры уже впритык, учитывая глубину столешницы в 80 см. Монитор установлен на свое место и подключен к питанию, но теперь встает самый главный вопрос: а как подключить вот такой древний VGA разъем к современной видеокарте, у которой лишь HDMI и DisplayPort? У меня в ПК установлена видеокарта RTX 3070 ГБ. У данной карты нету никаких аналоговых выходов, впрочем, как и у всех остальных видеокарт. Такие разъемы встречались лет 15-20 назад, но точно не сейчас. Но как вы понимаете, если это видео есть, значит мне все же удалось подружить старый монитор с современной видеокартой. Правда, не с первой попытки. Изначально я приобрел вот такой переходник VGA на HDMI. VGA от ALT подключается в переходник, а далее это все вставляется в HDMI порт на видеокарте. Но в моем случае данный способ не работал. На мониторе пропадала надпись «нет сигнала», но при этом изображение с ПК не выводилось на монитор. Сколько бы я ни пытался исправить это различными способами, у меня не выходило. Возможно, дело в переходнике или же в моей видеокарте, или в самом ALT мониторе. Я не сдавался, и мне все же удалось найти рабочий способ подключения такого монитора к моей видеокарте. Нам нужен кабель, у которого с одной стороны будет VGA разъем, а на другом конце будет DisplayPort. Возможно, также подойдет и HDMI на другом конце. Называется все это примерно вот так. Взять можно на маркетплейсах, там я и брал. Но тут возникает второй момент: а как подключить VGA от монитора к данному переходнику? Ведь и там разъем, называемый в народе папа. Тут необходим будет еще один адаптер, у которого с двух сторон будет разъемы мама. Соответственно, все это соединяем, и у нас получается вот такой бутерброд из переходников и разъемов. Целая система, чтобы подружить старые технологии с новыми. Теперь самый ответственный момент: подключаем наш бутерброд к видеокарте. Самый первый раз, когда я все это пробовал, я вообще не верил, что это все может работать. Но как видно, монитор медленно, но верно оживает и выдает картинку. После успешного подключения изображение нужно немного настроить, но сначала я хочу выставить герцовку, так как по дефолту сейчас стоит всего 60 Гц, а для LT монитора это очень мало, и при такой герцовке глаза начинают плыть очень быстро. По умолчанию система выставила родное для данного монитора разрешение 1024 на 768 пикселей. Вообще у LT нет такого понятия, как нативное разрешение. Он прекрасно может работать на всех разрешениях, которые он поддерживает, и это не будет выглядеть так ужасно, как на ЖК мониторах. Но все же есть то разрешение, которое рекомендуется для каждой диагонали. В настройках экрана для данного монитора выставлено всего лишь 60 Гц, и больше поставить нельзя, и это ужасно. Но есть решение. Идем в панель управления NVIDIA и создаем кастомное разрешение. Точнее, разрешение я менять не буду, корректировкам подвергнется только герцовка. Ранее я уже ставил на него 100 Гц и знал, что эту частоту данный монитор легко возьмет, но мне стало интересно, получится ли взять больше. Я выставил 110 Гц, и монитор взял данную частоту. Я решил пойти дальше и поставить 120 Гц, и к моему удивлению монитор взял и эту частоту. И здесь я решил уже совсем обнаглеть и поставить аж 130 Гц, но данную планку монитор уже не взял. Я решил снизить порог до 125, но и это оказалось уже много, поэтому я остановился на стабильных значениях 120 Гц при разрешении 1024 на 768, и это
очень даже хорошее значение для монитора из нулевых, учитывая, что у ELT практически отсутствует input lag. Это вообще шикарный вариант для быстрых игр. И вообще, по идее, чем меньше разрешение экрана у ELT, тем выше герцовку можно поставить, но в тот момент я это не проверил. После определения стабильной частоты я принялся за подгонку изображения, и в этот момент у меня в голове начали всплывать следующие мысли. Подключение к карте производится через переходники VGA to DisplayPort. У переходника указано максимальное разрешение видеосигнала 1080p и 60 Гц, а здесь у нас чуть более чем 720p, но 120 Гц. И вот вопрос, честно ли это герцы? Визуально да, стало быстрее. UFO-тест также показывает, что это 120 Гц. Камера, которая записывает изображение с LT, тоже настроена на 120 Гц и нет характерных мерцаний. И визуально все, что происходит на экране, явно быстрее, чем 60 Гц. Исходя из всех описанных выше моментов, я думаю, что да, эти 120 Гц настоящие. Фальшивка, ебаный, блядь. Если вы разбираетесь в этом вопросе лучше, чем я, то напишите в комментариях, верно ли я все понял. Тем временем изображение я настроил, также изменил и масштабирование экрана, и теперь все стало более мелким и более удобным. И сейчас я предлагаю перейти уже к играм и посмотреть, как они будут выглядеть на данном мониторе. Первый на очереди в данном тесте Cyberpunk 2077. На удивление, игра спокойно запустилась на столь низком разрешении, при этом визуально в меню я не увидел никаких багов, все на своих местах. Также я запустил мониторинг MSI Afterburner, чтобы можно было наблюдать за количеством FPS и прочими показателями. Единственное, что меня смущает, это текст. В игре он мелкий, и здесь на LT мониторе он слегка размыт. Это происходит исключительно из-за особенностей данной технологии. И ранее, кстати, игры специально делались под форматы LT, и там, конечно, подобных моментов уже не было. В остальном же все нормально. Выставлены высокие настройки графики, хотя на таком мониторе между средними или же высокими настройками, я думаю, разницу было бы заметить сложно. Стартует игровой процесс, и обратите внимание, что весь игровой интерфейс и игра в целом полностью адаптированы под данное разрешение. А что меня удивило еще больше, это то, как неплохо игра выглядит на данном мониторе. На видео выглядит чуточку хуже, вживую же цвета очень насыщенные и естественные. Каждый оттенок хорошо различим на данном мониторе. Очень хорошо ощущается отсутствие input лага. Все очень динамично, без каких-либо задержек. Черт возьми, в это действительно можно играть без рофлов. Даже на таком, казалось бы, небольшом разрешении все отлично выглядит, читается и вообще не чувствуется каких-либо неудобств, кроме, наверное, малой области экрана и яркости. У LT, к сожалению, конечно, ее не хватает. Но в остальном все выглядит очень интересно и максимально необычно. Когда ты понимаешь, что смотришь монитор 2004 года выпуска, но при этом он подключен к современному ПК с RTX видеокартой. Это очень интересный опыт. Следующей игрой я попытался запустить Mafia Definitive Edition. Уж очень интересно мне было посмотреть, как она будет выглядеть на таком старом мониторе, но, к сожалению, она никак не хотела запускаться. Точнее, она запускалась либо с черным экраном, либо в свернутом виде, поэтому пришлось ее пропустить и перейти к Ведьмаку 3: Дикая охота. Кстати, одна из моих самых любимых игр. Хоть игра и не новая, но она даже на сегодняшний день выглядит лучше, чем некоторые современные крупные проекты. Запустив ее, пришлось поколдовать с настройками, чтобы в игре заработали 120 Гц и перестало полосить изображение на камере. Но после этого, когда я перешел к геймплею, я просто насладился. Да, действительно, есть в этом какой-то свой вайб. Я как будто бы перенесся в детство и начал играть на своем старом ПК, но уже в куда более совершенные игры. Ведьмак 3 выглядит шикарно на данном мониторе. Единственное, так же как и в Киберпанке, мелкий текст, немного мыльный, но в остальном просто шикарно. И вживую, конечно, гораздо приятнее, чем на видео. Еще я заметил такой момент, что на видео хорошо видно пиксели на мониторе. Точнее, вот такую как бы сетку из пикселей. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Хотя вживую, смотря на изображение, это едва ли заметно и даже вообще не видно. В целом, побегав пару десятков минут, я понял, что в этом определенно что-то есть. Разделавшись с накером, я решил оставить Ведьмака и перейти к следующей игре. Тест 4 Oblivion, ремастер, конечно же. Пожалуй, это самая свежая игра в моих тестах и, пожалуй, самая неоптимизированная. Зайдя в игру, в самом меню я встретил непонятные фризы, которых ранее я не наблюдал, а также увидел, что кнопки меню не уместились на экран, а это первый баг, замеченный мной при использовании данного монитора. В прошлых играх таких проблем замечено не было. Непонятно зачем я решил выставить все настройки графики на ультра, ведь ранее я уже запускал данную игру и мне приходилось снижать настройки для получения стабильной частоты кадров. После запуска мира я увидел обычный Oblivion, конечно сильно улучшенный, но все же он не настолько хорош, как тот же Ведьмак, например. Самое интересное это то, что оригинальный Oblivion, я думаю, выглядел бы гораздо интереснее и каноничнее на данном мониторе. Здесь я встретил и первый баг с интерфейсом, точнее с инвентарем, который по какой-то причине не умещается
на экране. В остальном же, как и в двух прошлых играх, все отлично играется. Цвета красивые и естественные, глазу очень приятно. В темных подземельях все выглядит тоже хорошо, так как видно каждый оттенок цвета без какой-то каши и перенасыщенных цветов. Вердикт: играть можно, но нужно что-то сделать с инвентарем. Следующее я решил запустить первое, что попадется мне на глаза. Этой игрой оказалась Vice City Definitive Edition. И тут у меня сложилось вообще впечатление, что я вернулся в далекий 2003 год, играя в обычную Vice City на характерном для тех лет мониторе. Несмотря на то, что это все же уже обновленная версия, пусть и не так хорошо, как нам бы хотелось, но играя в нее вот на таком мониторе, для меня это была будто обычная Vice City, лишь с каким-то графическим модом. Но игралась абсолютно нормально, без каких-либо проблем. Интерфейс никуда не уехал и все было стабильно. Далее я решил катнуть в гонки. Первой игрой стала Car X Drift Online, где я без каких-либо проблем покатался и даже неплохо так подрифтил. Вообще все было отлично. Играть можно без проблем, все абсолютно играбельно. А вторыми гонками стала игра Японский Дрифт Мастер. В этой игре тоже все было супер, будто под данный монитор и делалось. Выглядит сочно, интерфейс на месте, что еще нужно нам, простым людям. Единственное, дрифтить в этой игре у меня выходит не так хорошо, как в предыдущей. BeamNG Drive. Мимо нее я не мог пройти и тоже решил посмотреть, как она выглядит в LT реалиях. В данной игре, кстати, было больше всего FPS, и все происходящее на экране выглядело так динамично и быстро, что мне показалось, что это даже быстрее, чем на моем основном 180 герцовом мониторе, хотя там FPS тоже может доходить до 180 и выше. На камеру, конечно же, это так не видно, но вживую это выглядит очень прикольно. Единственное, конечно, размеры интерфейса в BeamNG Drive слишком велики для такого разрешения. GTA 5 Enhanced Edition. И сразу же в настройках я выкрутил все на максимальные значения, дабы посмотреть, как это все будет выглядеть. А выглядело это, к слову, отлично. Игра визуально смотрелась абсолютно нормально, я бы даже сказал хорошо. Очень приятные мягкие темные оттенки в ночи, все эти источники света в игре. В общем, ночью все было супер. Позже с наступлением дня краски стали еще ярче, и вся картина стала более яркой и красивой. По самой же игре все так же отлично. Я покатался минут 20 и абсолютно не ощутил никакого дискомфорта. Было очень весело удирать от копов, устраивать хаос, и на какой-то момент я вовсе забыл, что картинку мне выдает древний 20-летний монитор, потому что эта самая картинка была вполне хорошей и приятной. И напоследок я решил запустить тоже свежий проект, который все ждали много лет и думали, что он никогда не выйдет. Stalker 2. Эта серия игр была моей любимой в далекие 10-е годы. Здесь на данном мониторе Stalker 2 выглядит как-то по-особенному атмосферно. Я не знаю, какими словами это объяснить, но есть свой какой-то шарм. Сейчас, пересматривая видео, я осознал, что стало одной из причин того, почему мне так понравилось играть в Stalker на LT мониторе. Stalker 2 сам по себе достаточно темная игра, а фишка LT в том, что он очень хорошо передает все цвета и оттенки, и, например, место, где на ЖК мониторе будет засвет или наоборот слишком затемненный участок, где нифига абсолютно не видно. На LT это все будет выглядеть иначе, более естественное, что ли, и будет будто лучше видно, как-то все более четче, разные оттенки и так далее. Думаю, люди, кто знаком с LT, поймут, о чем я. В общем, Stalker 2 на LT мне прям зашел. Было очень атмосферно и динамично, так как игра выдавала стабильно 100 плюс кадров. Игралось прям очень круто. Пришло время подвести некий итог. Возможно ли сегодня использовать LT монитор для повседневных задач? Да, возможно. Пусть с некоторыми ограничениями и нюансами, но это делать можно. Больше всего LT подойдет для игр, особенно старых, так как они будут лучше всего выглядеть на таком типе мониторов. Ну и в новые игры, как показало данное видео, также можно играть практически без каких-либо проблем. Также хорошо будет смотреть фильмы на данном мониторе, сериалы или же YouTube. На YouTube единственное неудобен будет большой интерфейс из-за низкого разрешения. В остальном же я думал, что будет хуже, но оказалось даже лучше моих предположений. И самое главное, я поймал себя на мысли, что записывая все эти футажи для видео, я просидел за этим монитором более 3 часов, практически не отрываясь от него. И знаете что, мои глаза на месте. Они не вытекли, не начали болеть, я не ощутил никакой разницы по сравнению с моим основным монитором, хотя думал, что будет абсолютно иначе. Конечно же, это заслуга высокой герцовки, так как если бы все это происходило на 60 Гц, то ситуация была бы абсолютно другой. По скорости отклика я также не заметил разницы по сравнению со своим основным 180 герцовым монитором. Все анимации на рабочем столе, они такие же быстрые. Иной раз мне казалось, что на LT мониторе картинка даже динамичнее. Я не знаю, самовнушение это или оно действительно так. В целом могу сказать, что LT мониторы в 2025 году можно использовать, конечно, не на повседнев, но под определенные конкретные задачи. И это на самом деле очень интересный опыт. Если у вас никогда не было LT монитора, то это хороший повод обзавестись данной игрушкой и попробовать все это самостоятельно. Если видео было интересно, то обязательно подписывайтесь на канал, пишите, что думаете о данной теме. Если у вас есть идеи, что еще можно сделать с данным монитором, тоже обязательно напишите об этом в комментарии. Подписывайтесь на телегу, там иногда бывают разные инсайды, новости и так далее. Респект плюс этим людям за поддержку на Бусти, и спасибо вот этому большому списку людей с Бусти за их поддержку, я это очень ценю. На этом у меня все, увидимся в новых видео.